На календаре весна, за окном зима. И у меня до сих пор новогодние декорации в доме. Сегодня буду шить новые салфетки и подстаканники. Соберу все кусочки, остатки ткани, которые у меня есть, и буду делать пэтчворк-блоки. Обрезаю все лишнее и выравниваю форму. Скругляю уголки. Нарезаю ленты на косую бейку. Использую линейку шириной в 3 сантиметра. Замеряю, сколько примерно мне нужно. И аккуратно все вырезаю.
Складываю ленты лицом к лицу, перпендикулярно друг другу и прошиваю по диагонали. Пришиваю бейку. На уголках помогаю себе пинцетом. Стачиваю оставшиеся хвостики. Проглаживаю пришитую бейку, отворачивая ее на другую сторону. Загибаю к краю и еще раз на ту сторону, по которой буду бейку пришивать. Перерыв на чай. Сегодня к чаю у меня будет быстрый маффин в микроволновке. Для маффина мне нужен очень спелый банан. Быстренько измельчаю его вилкой, довожу до состояния пюре. Добавляю одно яйцо, ложечку сахарозаменителя, у меня Фитпарад, какао, столовая ложка с горкой, можно больше, небольшую щепотку соли, две столовые ложки рисовой муки, половинку чайной ложки разрыхлителя для теста, чуть меньше столовой ложки растительного масла, у меня оливковое, но по сути можно взять любое. Добавляю грецкие орехи, тут по вкусу. Можете больше, меньше, примерно получается жменька.
Формы, в которых буду запекать маффины, смазываю маслом. И отправляю в микроволновку на 2 минуты на максимальной мощности. У меня это 800 Вт. Я буду пропитывать маффины, поэтому делаю в них небольшие дырочки, обычной палочкой для суши. Первый маффин я пропитаю сгущенкой, а второй у меня будет более полезный. Это перетертая малина с сахарозаменителем. И возвращаюсь к шитью. Снова делаю бейку, только уже другого цвета. Делаю тканевую подложку для будущих пэтчворк блоков для подстаканников. Они будут круглые. И замеряю примерно, сколько мне нужно будет ткани для пэтчворк блок под чайник. И делаю пэтчворк нашивки для салфетки и подстаканников. Выравниваю прямой угол для салфетки под чайник. Для этого использую вот эту вот штуку металлическую, покупала в строительном магазине. Для среднего слоя подстаканников возьму сутюженный синтепон.
Складываю сэндвичи для будущих подстаканников. Уже наступил вечер, и пора готовить ужин. Сегодня у меня будет курица целиком, запеченная в духовке в рукаве с овощами. Овощи, кстати, могут быть совершенно любые, тут уж на ваш вкус. Для начала я сделаю пасту, которой буду обмазывать курицу, чтобы она пропиталась и замариновалась. Беру 2 столовые ложки томатной пасты, кочуджан, корейская перцовая паста. Ее понадобится 1 столовая ложка, 2 щедрые ложки паприки, пару ложек куркумы, 2 ложки соли, соевый соус примерно 1 столовая ложка и примерно половину столовой ложки яблочного уксуса. Варварство, конечно, но чтобы курица лучше пропиталась, делаю в ней надрезы. И хорошенько всю ее промазываю пастой. Режу овощи. Нарезанные овощи выкладываю внутрь пакета, еще его называют рукав, для запекания. Добавляю оставшуюся пасту и сверху укладываю курицу. И хорошенько завязываю пакет. День-два. Мне осталось только пришить косую бейку к сэндвичам для подстаканников.
Ну все, теперь можно заменить новогодний декор на весенний. Это моя пепельница, которую я использую для ароматических палочек. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.